Ребят, всем привет! Сегодня 27 апреля 2026 года. Вот, сегодняшнее видео, ребята, это продолжение нашей рубрики «Пасека с нуля». И видео будет посвящено покупке пчелосемей. Я уже давно обещал это видео, но никак не мог его сделать из-за того, что у нас стояла плохая погода. И даже сейчас вот у нас, смотрите, солнце светит, там, да, облака, а вот оттуда уже идет черная туча. Там, я не знаю, если будет видно вам на видео. Ну, в общем, не важно. Сейчас по-быстренькому расскажу, ребята, что я по этому поводу думаю. Можно, конечно, спорить со мной. Ну, в общем, если кто-то не согласен, пишите там в комментариях, обсудим. Значит, давайте сразу определимся. Вот вы никогда не занимались пчелами, вам надо поехать их приобрести. Как бы, ну, немножко стрессовая ситуация, по крайней мере, у меня так было. Вот, у меня не было никого-то там, кто мне мог бы посоветовать чего-то. То есть я прям вот собрался и поехал. Ну и вот сейчас мы разберем, какие вообще возможные ошибки вот в таких вот мероприятиях. Значит. Ну и давайте сразу определимся. Вот, ребята, перед тем, как вы собираетесь куда-то ехать, сразу сконтактировались с продавцом и спросили его следующие вопросы. Например, там первый вопрос, который он прям логичный, прям требует ответа, это какого года матка? Матка — это у нас самая главная пчела в уле будет. И поэтому от ее качества будет зависеть вообще вот благополучие всей этой семьи. Вот. И поэтому обязательно надо вот этот момент уточнить. Там, если продавец начинает петлять, там типа, да я не знаю, да я не помню, ну, это повод, ребята, задуматься, стоит ли дальше продолжать эту сделку. Вот. Дальше вопрос, как бы вообще, там, ну, вы меняете маток, вы их сами выводите, как вы это делаете. То есть, если это, ну, собственного производства, ребята, я не знаю, я бы даже больше доверял собственному производству, чем там какие-то там из-за границы там покупают люди, там приобретают каких-то суперматок. Не, надо брать местную матку, адаптированную под свои условия, вот, и которая уже работает в привычных ей условиях. Вот, поэтому для меня, например, показатель там суперматки, ну, как бы, значит, ребят, то есть я предпочитаю своих собственных местных маток, местных пчел. Вот, следующий такой момент. Просто на всякий случай уточните, вот эту вот семейку, которую вам собираются продать, это бывший рой или это именно семейка получилась в процессе деления и получения отводков? То есть каким образом вообще, какая история этой семьи? То есть лучше узнать. То есть, в принципе, тоже ничего страшного нет, если это даже будет рой. Как бы, да, говорят, что они уже заведомо там рояливые, то есть только и ждут, когда бы от вас свалить. Ну, ребят, я не знаю, я ловлю раи, понимаете, как бы, и работаю с этими роями. И, в принципе, я могу сказать, что они довольно-таки, ну, интересные, как бы, семьи попадаются. То есть это не показатель, что прям вот семейка будет плохая сразу. Вот. Такой вопрос, он важный, ребята. Обрабатывалась ли семейка от клеща? То есть сразу тоже уточните этот вопрос. Понятно, что вам могут сказать там что угодно, но на всякий случай я бы уточнил, там, если человек говорит там уверенно, что да, он обработал семьи, в общем, узнайте, чем обрабатывал, когда обрабатывал. Вот. Там есть много нюансов, но для новичков я не знаю, сейчас я не буду объяснять это, как и почему лучше обрабатывать там безрасплодный период там, и так далее. Там, ну, это уже там дальше я буду рассказывать, конечно же. Вот, ну, на всякий случай уточните. То есть, если обрабатывалась семейка, это сразу плюсик, ребят. Вот. Следующий вопрос. А сколько расплода? Ну, то есть, понятно, что у человека там может стоять несколько там этих семеек на продажу. Вот, он может просто физически, конечно, не помнить, сколько там всего рамок расплода именно конкретно в каком-то из уликов там. Но обычно, если у него есть там пасечный журнал, то человек может проверить и сказать там, да, вот у меня есть несколько семей на продажу, в одной вот столько приблизительно, в другой столько. Ну, в общем, этот момент тоже можно выяснить. Вот. Такой, значит, еще момент, там, сколько вообще пчелы в этом улике. Тоже это информация, которую можно взять из пасечного журнала. Вот, и добросовестный пчеловод обычно имеет всю эту информацию, он вам может сказать. Если там человек-любитель, больше любитель, там, то может, конечно, и не иметь ни пасечного журнала, там, что у него вообще там
5 семеек, и он там хочет продать там одну или две, там, в общем, хотя бы 5 семеек, что там помнить-то, в принципе. Вот. Следующий, ребят, момент. Это такой немножечко психологический момент, но вот у меня он сработал. Я когда приехал, ну, я вообще даже пчел не видел, знаете. Когда я приехал покупать свою первую семью, первые 2 семьи, я начинал с 2 семей, ребят. Я пришел, сразу продавцу говорю: слушай, он мне говорит: вот смотри, вот эти вот на продажу, можешь выбирать себе то, что тебе нравится. Я такой посмотрел, а что там выбирать, я ничего не понимаю в этом. Вот. Я ему просто говорю: слушай, дружище, вот такая ситуация, понимаешь, я вообще как бы ничего не понимаю в этом. Давай на твой вкус, вот, выбери мне хорошую семью. Ну, знаете, обычно после таких слов, наверное, даже недобросовестный пчеловод, он, ну, как бы он не сможет вам подсунуть уже чего-нибудь там неликвидное. Вот. Ну, в моем случае это сработало. Вот рекомендую и вам, ребята. То есть, в принципе, как бы человек уже вам постарается дать что-то такое интересное, хорошее. В общем, ну, мне повезло, в общем. Вот. Такой может быть совет. Может, нужен вам, не нужен. Ну, в общем, учтите. Еще давайте теперь разберемся, ребята. Вот перед поездкой, что вам надо с собой взять? То есть вот вы собрались ехать, и нужно что-то с собой взять, да, и давайте определимся, а что же вам брать. Вот, ну, прежде всего, ребят, возьмите средства защиты, то есть если есть костюм, возьмите костюм, перчатки. Нету костюма, возьмите какую-то защитную маску, ну, то есть тоже такие есть пчеловодческие маски, кто там не знает, посмотрите, у меня там есть ролик, где я показывал, какое необходимо оборудование, вот, и там у меня есть такая шапка-невидимка. Вот, она стоит копейки, но, в принципе, выручает меня, если что-то по-быстрому надо сделать. Вот, у меня пчелы злые, вы это, кстати, можете сейчас тоже видеть. Прям во время съемки они меня тут прям атакуют. В общем, короче, у меня хорошие злые пчелы. Так что вам это обязательно пригодится, ребята. Вот, перчатки сказал, дымарь. Дымарь под вопросом. В принципе, я работаю часто без дымаря, ребята, и там... Как бы, если вам очень быстро надо что-то сделать, то, в принципе, дымарь этот, пока раскочегаришь, там нет необходимости. Опять же, вы едете там не в чистое поле, а едете на пасеку, где у человека, скорее всего, есть это оборудование, то есть дымарь у него, скорее всего, будет у продавца, и если есть такая необходимость, он его раскочегарит, и в принципе, брать его особой необходимости нет. Вот. Обязательно вам понадобится пустой улей, либо коробка, в которую вы будете, то есть, ну, есть такие специальные транспортные коробки, то есть самодельные, специальные, там, ну, у кого какие там. Вот. То, в принципе, вы можете использовать либо вот такую коробку, либо прям улик. Вот. Я обычно, когда куда-то что-то перевожу, то я просто прям вот прикручиваю там донышко шурупами, прикручиваю к корпусу, вот. Подкрышник прикручиваю. Крышку ставлю просто наверх. Ну, вот в таком виде я транспортирую. Вот. Обязательно возьмите какие-то заглушки, чем закрыть литки, ребята. Вы же не хотите, чтобы у вас там в процессе переезда пчелы разлетелись по салону машины. И, ну, в общем, было бы вам очень там горячо. Вот, поэтому подумайте об этом. Я обычно либо там какой-то там дощечкой прикручиваю, там дощечку и закрываю литок. Иногда, если вот ничего там нет под рукой такого, просто беру кусок полиэтилена и запихиваю в литок, вот, скручиваю, запихиваю, и там на какое-то короткое время нормально это все держит. Вот. Дальше, ребята, возьмите с собой телефон, ну, я думаю, у всех телефоны всегда с собой, то есть вы взяли быстренько там, в процессе, пока вам показывают, все это дело поснимайте. Для себя поснимайте, посмотрите хотя бы просто предварительно, как человек работал, что он делал. Вот, ну, в общем, пригодится вам это видео, там, если что. Вот. Обязательно, ребята, еще перед тем, как вы будете выезжать, договоритесь с продавцом о том, что вы будете осматривать улики. Просто может быть так, что вам сразу скажет: а что там смотреть, ребята, все, приезжайте, берите и все, и езжайте себе. То есть я бы уже задумался, ребята. Если человек так вам говорит, ну, я не знаю, вы платите за это деньги, вы должны увидеть товар. Если он не готов его показывать, ну, может быть, нет смысла тогда и ехать, ребят.
Вот. Давайте теперь посмотрим, о чем мы вообще будем смотреть. Вот мы приехали, ребята. Вот мы уже стоим на пасеке. Вот мы вот будем, наверное, на примере вот этого улика рассматривать. То есть первое, что надо посмотреть, ребята, это какой у нас лед пчелы. Ну вот здесь видно, что в принципе пчела летает, но не очень активно. Я поставил сейчас пыльцесборники. Вот, конечно, это препятствие, но все равно пчелы должны летать даже с пыльцесборниками. Вот, понятно, вы будете покупать, никто вам пыльцесборник не отдаст, не будет у вас стоять там пыльцесборник. Вот. Ну вот просто смотреть, как летает пчела. Ну сегодня еще как бы раннее утро, еще они не разлетались. Вот. У нас по ночам прохладно довольно-таки. Это тоже, кстати, учтите. То есть лед не всегда может быть активным из-за того, что еще пчелы не прогрелись и они еще не вылетели. Ну вот посмотрите, здесь вот видно для сравнения, чтобы вы поняли. Вот здесь лед хороший. То есть пчела летает. Тут все нормально. С этой стороны, ребята, лед, ну, такой средненький. Вот, опять же, смотрим на что, ребята? Смотрим на то, есть ли пыльца, таскают ли пчелы пыльцу. Если приглядитесь, там есть пчелы, которые тащат обножку. Обножка — это вот такие вот комочки пыльцы на лапках. Вот. То есть все, вы уже так предварительно смотрите так. Ну, семейка такая себе. Как бы вроде бы что-то летает, но пока непонятно. Ну, то есть это вот первый такой внешний осмотр. Вот, но семейка не выглядит как бы вялой. Вот, какая-то активность есть, работа какая-то есть. Ну и дальше, ребята, мы переходим к осмотру внутри. Сейчас я поставлю на штатив телефон и будем смотреть. Так, ребят, ну и давайте вскрываем мы улик наш, смотрим, что у нас там есть. Так, ребят, самое первое, что я хотел сказать вам. Давайте определимся вообще, что такое нормальная семья, что такое ненормальная семья. Мы делаем внешний осмотр, поэтому в самом начале давайте глянем, сколько рамок обсижены пчелой. Я вскрываю. И здесь мы видим, ребята, считаем. Раз рамка, два рамка, три рамка, 4, 5 рамок. Ребят, ну 5 рамок. 5 рамок это, скажем так, близко уже к слабенькой семье вот для этого периода времени. Вот. Но еще в принципе нормальная. То есть где-то 5-8 рамок для вот текущей даты в нашей местности считается нормальная как бы семья еще. Средненькая, нормальненькая семья. Вот. Если вы увидите там 2-3 рамки, ребята, это уже сразу сигнал. Не надо брать. Не надо брать. Вот. Сейчас у нас как бы тоже часть пчелы еще летает, ребята. То есть, ну, все равно, в принципе, видно вот, где обсижено. Где у нас пчела сидит, на каких рамочках. Вот видно это все. То есть сейчас вот здесь вот где-то 5 рамочек у нас обсижены. Вот. Ну и что, ребят, начинаем теперь смотреть. Значит, что мы смотрим? Значит, корма, ребята. Первое, что мы должны посмотреть, есть ли корма в семье. Вот крайние рамки, ребята, это кормовые рамки. Вот достаем, смотрим. У нас тут рамка хорошая, увесистая, тяжелая. Эта рамка у нас медом. Вот. Следующая рамка тоже хорошая, увесистая. Тоже с медом. Все, отставили их в стороночку и поехали дальше. Вот у меня рамка просто стоит с вощиной. Я ее, скорее всего, видите, начали они отстраивать вощину. Я ее поставил не для того, чтобы ее отстроили, ребят. Это как заставная она у меня использовалась. Вот, то есть я немножечко ограничиваю как бы гнездо в определенном объеме, чтобы они не разбегались, чтобы они качественно грели расплод. Вот. Так, дальше смотрим следующую рамку. Что мы тут увидим? Значит, здесь у нас уже вот видно свежий нектар, напрыск. Если приглядеться, я не знаю, будет ли вам видно, ребят. Ну вот здесь у нас перга, это, собственно, пыльца.
которая уже в соты запакованная, и вот напросто там блестит. Вот, расплода нет, ребята, пока расплода еще нет. Смотрим, ставим это на место и достаем следующую рамку. Так, тут у нас опять видно много меда, и, ребята, вот здесь у нас уже пошел расплод. Вот здесь в центральной части, я не знаю, как вам будет это видно, мне отсвечивает телефон, я точно не могу понять, видите вы или нет. Но там есть личинки, ребята. Личинки уже такие, уже, не знаю, наверное, дней по 6 им. То есть уже скоро запечатывать будут. Вот. И вот здесь видно запечатанный расплод. И центральная часть уже расплод вышел. Ребята, вот смотрите, вы наверняка услышите такую фразу, вот там дырявый расплод. Дырявый расплод подразумевает то, что у вас не сплошным ковром засеяны рамки. Но вот это не считается дырявым расплодом, ребята. Это у нас просто вышла часть пчелы с этой центральной части. Вот. А по краям, ну то есть матка начинает сеять у нас от центра и пошла по кругу к периферии. Вот. И, собственно, также у нас потом расплод этот начинает вылупляться. То есть отсюда середины в первую очередь и потом по краям потихонечку. Обычно как оно это выглядит? Середина вылупилась, матка сразу же засевает опять. То есть если приглядеться, ну я вижу, там уже есть личинка, ребят. То есть это уже вылупилось, ну, по крайней мере, как бы дня 4, наверное, назад. Вот, то есть мы считаем, ребята, это у нас первая рамка с расплодом. То есть фиксируем, у нас 5 рамок обсиженных и первая рамка с расплодом. Вот она вторая рамка с расплодом, ребята. И видите, да, уже тоже как бы есть ощущение, что это дырявый расплод. Но это не дырявый расплод, ребята. Это уже повыходила часть расплода. Вот. И матка опять там засеяла. Ну, хотя, честно говоря, ребята, вот тут я уже, наверное, так скажу, ребят, матка уже не очень, потому что все-таки расплод, хоть тут весь засев уже присутствует в этих вот пустых ячейках, но вполне возможно, что она уже лепит и дырявый расплод. То есть это уже такой первый признак, типа, а стоит ли брать? Расплод должен быть, ребята, сплошняком. Засев сплошняком. Вот, ну ладно, мы пока не делаем выводов, ребят. Надо найти матку. Вот, кстати, я сейчас по ходу еще и смотрю, есть ли матка и где она. То есть вы будете, когда осматривать семью, обязательно попросите, чтобы вам показали матку. То есть убедитесь, что она есть, все нормально. Убедитесь в том, что она ложит яйца. Попросите, чтобы вам показали пчелиные яйца на рамках. Вот, так как вы сами не специалист, скорее всего, что вы не поймете, что вы видите там с первого раза. Но если попросите, я думаю, пчеловод не откажет, вам обязательно покажет, что это такое, как это выглядит. Так, у нас сейчас покажет на момент уже 2 рамки. Да? 3-я рамка. Ну, видно, что тоже она вот прям полностью в запечатанном расплоде. То есть, как бы это хороший знак, в принципе, ребят. Это нормально. Это вообще хорошо. Так, матка. Где же у нас матка? Не видно ее. Матки у меня все мечены. Кстати, тоже один из моментов, ребята, узнайте, а матка помечена или нет. Не помню, если я говорил вам об этом. То есть, если не помечено, было бы хорошо, если бы он вот прям при вас это пометил ее. Почему? Потом вам это очень сильно облегчит жизнь в будущем, чтобы вы не искали матку в большом улье, где будет 1000 пчел. Вот такие есть случаи, когда, ну, надо найти матку обязательно. Вот. И вот начинаются проблемы, если матки не меченые. Можно там полчаса перебирать и еще и не найти. Перебирать рамки и не найти матку. Так, ну и видно, вот на этой рамочке, ребят, у нас тоже есть засев немножко в центральной части. Не скажу, что много, но есть.
Итого у нас, ребята, получилось 3 рамки расплода и 5 рамок пчелы. Матку я, ребят, не увидел. То есть, вполне возможно, она где-то лежала на стеночке. Вот, ну давайте сейчас быстрый повторный осмотр. Ребят, вот она наша матка зеленого цвета. Этой матке 2 года, ребята. Видите, да, у меня там цвета не всегда соответствуют. У меня своя была маркировка. В общем, ну, матка старая, сразу говорю, ребята. Матка старая, поэтому, может быть, у нас тут и расплод такой дырявый получился, засев. И поэтому эта матка в этом году будет обязательно заменена. То есть вот такую матку, ребята, я никому не продам. Вот. Да, она может у меня быть как поддерживающая маточка. Я ее могу посадить в отдельный корпус, там сделать отводочек. И просто потом у нее забирать там весь сезон рамки с расплодом для подсиливания других пчелосемей. Но это не товарный как бы вид матки. Вот, поэтому семейка такая не продается, ребята. Вот на такой момент тоже обратите внимание. Это у нас не самая лучшая семейка. Вот. Ну, чтобы вы понимали, я не готовился специально, там не искал хорошую семью. Взял первую попавшуюся, которая у меня здесь стояла. Вот. Все, посмотрели. Теперь давайте сделаем выводы, ребят. Что мы увидели? Мы увидели матку, мы увидели, как она сеет, мы увидели, какой засев у нас, да, какой расплод, сколько рамок расплода. То есть у нас 3 рамки полные и 1 там начатая. Вот, то есть в принципе не густо. То есть это как бы вот на самом минимуме возможном для покупки. Имейте это в виду. То есть желательно, чтобы было там где-то 6, лучше 7 рамок обсиженных. Вот. Ну, а обычно, если так обсиженные 7 рамок, то у вас там где-то будет 4-5 рамок с расплодом. Вот. Еще, ребята, я здесь не показал, но здесь у меня еще стоят 1, 2, 3 рамки еще и с кормами. То есть они вот полные меда. То есть достаточно здесь меда в этой семейке. И вот еще 2 рамки возвращаем назад. С этим мы определились, ребята. Матку увидели. Самое главное. Вот. Значит, пыльца, ребята, видели, пыльца тоже есть там. Вот. Проверяйте еще, ребята, если есть неприятный запах. Бывает такая ситуация, что вроде как все хорошо. Видите пчелу, видите расплод, но стоит какой-то неприятный такой слегка химический запах. Вот. Это говорит о том, что, ребята, скорее всего, там присутствует погибший расплод. Вот он и будет как раз вот этот вот запах издавать. От чего это получается, ребята? То есть бывает, если недостаточно пчелы, а матка у вас сеет очень интенсивно, то не хватает пчелы для того, чтобы согреть этот расплод. Расплод начинает погибать. Вот такую семейку, ребята, не берите. Сразу уходите. Ну, то есть это будет проблемная семейка, вы потом с ним намучаетесь. Я бы не рекомендовал, ребят. Не то, что там прям очень большая проблема, но проблема. Зачем они вам надо, эти проблемы, когда вы только-только начинаете? Вот. Значит, и еще обратите внимание на сами рамки. Если вы увидите такие коричневатые, как бы, крапинки на рамках или на меде, вот, это испражнения пчелиные. Если вы такое увидели, то однозначно это не то, что вам надо. То есть все, разворачивайтесь, уезжайте. Такие семейки брать не надо. То есть семья больная, вот, и вызовет только проблемы. Вот. То есть мы сейчас посмотрели, ребята, с вами. Активность пчел нормальная, так, внутри улья. Снаружи немножечко как бы лед мне не сильно нравится. Ну, я же говорю, специально семью я не подбирал для этого вот видео. Вот. Какая есть, такая есть. Так и снимаю и показываю. Вот, теперь давайте сделаем небольшие выводы, ребят. Значит, что у нас вообще получается? То есть вы едете покупать, вы там договорились за цену. Вам говорят, ну вот, там цена такая-то, такая-то.
Вот, значит, смотрите, если вам говорят там прямо вот вообще что-то очень дешевое, ну, это повод насторожиться, значит, скорее всего, что там могут быть какие-то нюансы и проблемы. Вот, либо слабенькая семья, либо больная семья. То есть вам это, ну, вообще-то не надо. Вы начинающий, лучше начинать с чего-то хорошего и правильного. Поэтому поинтересуйтесь, а почему так дешево? Почему вы продаете вот по такой цене? Там вариант, что я просто из человеколюбия хочу вам пчел подарить. Ну, тоже так бывает. Я, кстати, дарю иногда пчел. Вот. И готов подарить, если кто-то хочет в Ирландии, пожалуйста, приедете. Вот кто первый обратится, я 1-2 семьи могу подарить. Просто так. Вот, ну, не обманул, не семьи. Вот семьи, которые у меня стоят, они у меня просто все учтены. А вот раи будущие, которые будут там через месяц-полтора, то вообще без проблем подарю. Вот, и расскажу, как их развить в нормальные семьи. Вот. Что еще я хотел сказать вам? Значит, на слово тоже я бы не верил. Если вам говорят, там, не смотрите эти семьи, там все хорошо, там все нормально. Ребят, ну вот, вроде бы открываешь крышку, да, смотришь, вот эта семейка, вроде все нормально, да. А вот есть же нюансы там вот с тем же расплодом дырявым. Как бы, зачем вам эти вот сюрпризы? Нет, ребята, если не хочет открывать, значит сразу разворачиваемся и едем домой. Вот. Или сразу обговаривайте, что я буду смотреть и проверять. Вот. Не нравится, значит, до свидания. Вот. Воспринимайте, ребята, вот опять же, возвращаясь к цене, значит, сильная и дорогая семья, это, ребята, инвестиция. То есть не в смысле, что дорогая она должна быть. Просто поймите, что сильная семья – это инвестиция. То есть вы с этой сильной семьи в конце сезона можете получить там 2-3 отводка хороших, сильных. Ну и плюс еще, может, какой-то там мед даже возьмете. Я, значит, со своей практики вот покупал 2 семьи, и в конце сезона у меня было 9 семей. Ну, правда, до весны у меня дожило только 7. Но все равно, ребята, это было для меня развитие, первый опыт. И, в общем, я как бы смог, вот видите, фактически учетверить свою пасеку за один сезон. Вот, так что смотрите. Хорошая семья – это хорошая инвестиция, хорошее вложение денег. Вот. Давайте еще коснемся такого момента, ребята. Вы приехали, посмотрели, вам все понравилось, вы хотите купить семейку. Что вам необходимо? Значит, перевозка, ребята. Обязательно возьмите то, чем вы будете закрывать литок. То есть мы уже по корпусам определились. То есть вы с собой везете корпус, либо ящик специальный транспортировочный. Вот. Все, вам пасечник поможет пересадить. То есть обычно он это сам и делает. Вот, пересадит вам в ваш корпус эту семейку. Поможет закрыть, упаковать. Вот. Важный момент, ребята. Это надо делать вечером. То есть, когда вся пчела уже вернулась с полей, и вся пчела у вас уже в улике. Там, да, какая-то часть пчелы вылетит, пока будет пересаживаться. Вот, можно оставить старый корпус, как бы старый улик, с которого вы пересаживаете. То есть, хозяйский улик убрать, на его месте оставить ваш, и там через 15 минут там пчела опять соберется где-то там, опять уже только в вашем улике. Вот. Ну и все, в принципе. Что бы еще я посоветовал, ребята, зафиксировать рамки так, чтобы у вас в вашем вот ящике транспортировочном, либо в улике, в котором вы будете вести, не болтались рамки, потому что пока вы довезете, вы можете побить там очень много пчелы, помять, и не дай бог еще и матку погубить. Так что обязательно обратите на это тоже внимание, ребята, чтобы рамки не болтались. Вот. И теперь вот просто как вывод. Вы приехали, что мы смотрим? То есть смотрим, сколько пчелы, ребята, сколько расплода, проверяем матку. Вот. Если все в порядке, все, берем. Если не в порядке, уезжаем, ребята. Вот. Немножко такое затянутое видео, я так немножко подробно все это пытался рассказать. Вот. Скорее всего, что что-то упустил. Вот, потому что есть много всяких нюансов, которые можно было бы рассказать, но просто тогда видео там бесконечным будет.
Вот, ну на момент вот так, ребята. Пишите, если какие-то вопросы возникают, отвечу с удовольствием. Вот, не всегда сразу отвечаю, потому что немножко занят, часто занят. Вот, но попытаюсь ответить, пусть с запозданием, но отвечу. Вот, смотрите, воробьи у меня уже тут склевывают пчел. Хорошо, ребят, всего хорошего всем. Вот, удачных покупок. Вот, мирного неба. Ну и всем добра, ребята. Здоровья. Пока.